Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. Это нетипичное видео для моего канала, но оно многим может быть полезно. Некоторое время я не выпускала видео, так как была занята переездом. На данный момент я в Оттаве. Это видео про переезд в Канаду. Начну с самого начала. Билеты мы брали за 2 месяца до отлета. Билеты в Оттаву с пересадкой в Торонто. У нас был вариант взять билеты с пересадкой в 1 час или с пересадкой в 5,5 часов. Мы взяли второй. Так как мы из Украины и летели по программе Quoed, некоторые документы нужно сделать по прилету в первый аэропорт Канады, так что часа могло не хватить. Когда мы выбирали билеты, некоторые рейсы нам попадались с пересадкой в Нью-Йорке. Зачастую они дешевле, и рука так и тянется их купить, но не стоит этого делать, так как если у вас нет визы в Штаты, вас даже не пустят на самолет. Поэтому мы выбрали единственный вариант прямого перелета с Европы в Канаду. В нашем случае Варшава, Торонто, Оттава. Перелет нам обошелся $850 за один билет. У нас был единый билет от компании LOT, но второй перелет из Торонто в Оттаву частично выполнялся Air Canada. Так что при регистрации багажа нам уточнили, что мы в Торонто обязательно должны забрать наш багаж и зарегистрировать его заново. По прилету мы несколько раз еще раз уточнили, действительно ли стоит это делать, так как у нас на руках было 2 билета и чек о регистрации багажа. И все, кого мы об этом спрашивали, говорили нам, что багаж забирать обязательно. В итоге оказалось, что наш багаж зарегистрирован до конца пути, и мы потратили около 2 часов только на то, чтобы с этим разобраться. О документах, которые вы можете получить в первом аэропорту прилета. По прилету на специальных автоматах вы заполняете декларацию. Процедура оформления очень простая. Просто заполняете анкету, предварительно выбрав язык. Там есть английский, украинский, русский и еще несколько, с которой уже проходите чекпоинт и идете на получение work permit. Процедура очень простая. Вы приходите, отдаете свой паспорт, и в порядке живой очереди вас позовут, отдадут work permit и направление на медосмотр, если вы его не делали в Европе. На медосмотр дается 90 дней. После получения work permit, если вы остаетесь в этом городе или вы уверены, что вам точно нужно забрать багаж, идете, забираете багаж. На этаже, где забирается багаж, находится специальная стойка для получения индивидуального налогового номера. На английском будет написано SIN number. Эта процедура у вас тоже может занять от 10 минут до получаса в зависимости от очереди. Эти 2 документа, work permit и SIN номер, являются самыми важными, которые вам нужно получить на первых порах. Пометка: мы SIN номер в аэропорту не получили, так как разбирались с багажом. В случае, если вы не получили SIN номер в аэропорту, как мы, вы можете оформить его в любом городе Канады. Для этого вам нужно просто пойти в отделение Service Canada. Для этого вам дополнительно придется потратить время. После того, как вы забрали багаж и оформили SIN номер, в зависимости от того, нужно ли вам что-либо декларировать, это определенные товары, либо наличные. Работники на выходе направят вас либо на зеленый, либо на красный коридор. Что касается наличных, если вы везете больше 10 тысяч, вам нужно их задекларировать. На декларирование у нас ушло тоже около получаса. После чего в аэропорту советую вам купить сим-карту. Это также сэкономит вам время. Мы купили сим-карты оператора Fido. Наш тариф стоит $45 в месяц. У нас бесплатные звонки, СМС и 30 гигабайт мобильного интернета на месяц. При оформлении сим-карты мы ничего не платили. Но стоит учитывать, что при активации тарифа снимут также дополнительно около $10. Далее, если вам нужно оформить багаж на следующий рейс, идете оформляете, если нет, идете в трансферную зону и ожидаете следующий рейс. Что касается обмена валюты в аэропорту. Курс просто немыслимый. Гораздо выгоднее оказалось снять наличные деньги с украинской карты. В моем случае это валютная карта Монобанка. Итак, по прилету в желаемый город при наличии work permit и SIN номера вы уже можете идти в банк и получать банковскую карту. После чего вы можете онлайн заполнить анкету на получение денежной помощи от государства. Это 3000 канадских долларов на взрослого и 1500 канадских долларов на ребенка. Сейчас и в дальнейшем, когда я буду упоминать доллары, я буду иметь в виду канадские доллары. Вот как поступили мы с оформлением банковской карты. Мы пошли в кредитную спілку «Будучність» и оформили дебетовую карту там. Это украинский банк. Мы решили, что это оптимальный вариант на первое время, так как в банке вам все объяснят на привычном языке и дадут некоторые советы по адаптации. Пометка: их номер карты состоит из нестандартного количества цифр и не имеет секретного 3-значного кода на обратной стороне. Так что она хороша для оплаты на месте, но не для онлайн покупок. Впоследствии лучше сделайте карту канадского банка,
который будет включать в себя международную платежную систему, будь то Visa или MasterCard. Денежная помощь от государства. Оформляется она онлайн после того, как вы оформили СИН-номер и банковскую карту местную. По срокам. После оформления заявки нужно 5 рабочих дней на перечисление денежных средств в банку и также 5 рабочих дней на перечисление средств вам на карту. Также можно оформить денежную помощь от провинции. Что касается Онтарио, это $733 в месяц на срок до 6 месяцев. Но там есть свои условия. Эта помощь предоставляется только сильно нуждающимся. Поговорим про транспортную систему Канады. Мы в Оттаве, и здесь общественный транспорт неплохо развит, но цена кусается. А именно это $4.10 за одну поездку. По билетам есть нюанс. Билеты покупаются на заправках. Если у вас нет билета, в автобусе вы можете заплатить наличкой, но сдачу вам никто не даст. Мы сразу купили 12 билетов на двоих за $51, которых нам хватило на 3 дня поездок. Поэтому один из важных шагов, который нужно сделать в первые дни – получить карточку на бесплатный проезд в общественном транспорте. Карточка дается на полгода. Вот список мест, в которых вы можете оформить эту карточку в Оттаве. Также здесь вы можете получать продовольственную помощь от государства, так называемый Food Bank. Для того, чтобы получить эту помощь, обязательно нужно иметь постоянное место жительства, так как вам там нужно будет зарегистрироваться именно на один определенный адрес. В таком Food Bank, в зависимости от отделения, вы можете получать помощь в виде продуктов 1 или 2 раза в месяц. Мы подсчитали, что каждый раз продуктов выдают суммарно примерно на $200. Что касается медосмотра, у вас есть 90 дней для его прохождения, стоит это $150. Сделать его достаточно просто. Заключается он в том, чтобы сделать флюорографию, сдать кровь и ответить на некоторые вопросы. Если все хорошо, то ваши данные просто внесут в базу. Если нет, то вам позвонят. Для жизни в Канаде вам обязательно понадобится Facebook. Здесь это главная соцсеть, и она направлена не только на общение, но и на все сферы жизни. При желании вы здесь можете найти жилье, предлагать и находить услуги, искать информацию, продавать и покупать товары. И в целом все, что вам нужно для жизни, вы можете реализовать через Facebook. К слову, многие говорят, что здесь все люди доброжелательные и общительные, но не стоит верить всем на слово, так как в том же Фейсбуке к вам будут добавляться люди, которые будут предлагать товары и услуги, но многие из них мошенники. Мы на данный момент ищем аренду жилья в Фейсбуке, и за последние пару дней нас уже 3 раза пытались обмануть. Добавляются люди, которые пишут шаблонные фразы. Не нужно быть наивными и стоит быть бдительными. Перед каждой сделкой проверяйте аккаунты этих людей, насколько активна страница, когда создана и так далее. Для большей уверенности можете узнавать информацию в группах. Например, как в случае с арендой жилья, у нас просят $75-200 за возможность посмотреть жилье. По поводу жилья. Жилье здесь сдается без мебели. Здесь полностью обустроена только кухня и ванная комната. Есть несколько организаций, в которые вы можете обратиться для обустройства квартиры. Обо всех этих организациях в вашем регионе вы можете узнать в организации YMCA. Мы воспользовались услугами House to Home. Вот как это происходит. Вы платите $250, $150 за фурнитуру и $100 за доставку. Лучше сделайте это заранее, хотя бы за неделю до переезда. Нам нужно было переезжать срочно, так что все это мы сделали за 2 дня. Вы оформляете заявку, они назначают вам день, когда вы можете приехать и подобрать фурнитуру. После подбора фурнитуры вам назначат время доставки. Если повезет, это будет день в день. Если нет, придется подождать. Вы должны понимать, что вся фурнитура там бэушная. Но на первое время это сильно поможет. Если у вас возникают любые вопросы по Канаде, вы можете обратиться в организации, например, YMCA, которая ответит вам на все возникающие вопросы по всем сферам жизни в Канаде и даст вам полезные контакты и информацию по поводу того, как вам двигаться дальше. Надеюсь, мое видео было полезно. Я желаю вам хорошей адаптации в Канаде. Если возникают вопросы, добро пожаловать в комментарии.